привет, девчонки и мальчишки, и все, кто заглянул ко мне на мой канал. С вами Анжелика. Перед вами лежат коробочки с таким названием Merry Christmas, New Year, новогодняя тема. И я вам хочу показать свои запасы новогодних игрушек. Что я навышивала, что я буду вышивать. Все-таки уже у меня понемногу пополняется коллекция. Я уже вышиваю, наверное, пару лет, в прошлом году и позапрошлом. Это когда я начала именно вышивать елочные игрушки. Ну и с каждым годом, конечно, эта коллекция, я думаю, уже будет пополняться, потому что сколько новинок, сколько всего интересного, и я не могу мимо этого всего пройти. Так, с какой мы начнем коробочки? Наверное, давайте с маленькой, а потом по порядку обо всем я вам покажу, расскажу. Так, в этой коробочке у меня лежат уже вышитые игрушки. Такое видео, кстати, я уже показывала на своем канале в самом-самом начале. С этого всего я начинала. Видео было как-то не совсем удачное. Или, можно сказать, совсем неудачное. Ну, оно у меня было пробное. И не совсем с удобного ракурса эта съемка производилась. Мне там девочки писали, что и голова кругом у них пошла. Ну, я решила это все переснять и показать вам все заново. Кое-что новенькое добавила. Вот. Ну, есть что показать, и я решила показать. Так, начну вам с этой коробочки. Что у меня здесь есть? Здесь в основном волшебная страна. Вот такой вот олень. И с этой стороны. Вот это его оригинальная сторона. А это я уже подбирала бисер. Вот, в общем, мне очень нравится вышивать с двух сторон. Не все игрушки у меня будут вышиты с двух сторон, но таким делом я люблю заниматься. И подбираю свой бисер и вышиваю эти игрушки параллельно. Вот ниточки какие-то, я смотрю, уже торчат. Надо будет срезать вот два хвостика. Вот, получилась вот такая вот красота. Так. Дальше вот такой вот мишка. Очень он мне нравится тоже. Вышиваю эти игрушки и играюсь. Ну, наверное, в детстве не наигралась и решила доиграться. Вот здесь это мой самоподбор с этой стороны. А это вот оригинальная. Конечно, оригинальная более так смотрится лучше, четче, прорисовано все. А это то, что у меня было в наличии, какой был бисер. Вот что получилось. Вот такой вот мишка. Так, что здесь у меня еще? Елочка. Сразу показываю сторона, которую это я сама подбирала. И вот оригинальная сторона. Здесь я что-то вышивала, немножко замечталась. И если так присмотреться, то видно, снежинки немножко у меня съехали. А вышивала параллельно одну и вторую сторону. Немножко так сложновато, чтобы не сбиться, когда берешь бисер одного цвета, другого. Надо следить за узором, чтобы с одной стороны и с другой получалось все ровненько. Здесь надо быть очень внимательным. А так как я, бывает, вышиваю, замечталась, куда-то мысли полетели в сторону. Ну, в целом, конечно, я перешивать не стала. Для меня перешивать это хуже горькой редьки. И я оставила все это так. Я думаю, это не критично. Вот такая елочка. Так, дальше у меня пойдут вот такие вот пингвинята. Пингвинов я с этой стороны просто заклеила фетром. Такой симпатичный. Девочка. И эта девочка с бантиком. Этих двух я просто заклеила фетром. Две красотки. А вот это вот у меня лежит
Вот ее оригинальная сторона. Такой большой, увесистый пингвин. Игрушка такая довольно-таки массивная на елке. И вот обратная сторона. Вот, честно говоря, здесь по подбору бисера, вот мне больше он нравится в такой сиреневой шапочке. Ну и в красной тоже, конечно, супер смотрится. Ну и так тоже супер. Вот такие красотульки. Так, вот такой вот домик. Все вы знаете прекрасно этот домик. И с обратной стороны, это я уже подбирала. Сейчас бы, если бы я вышивала, я бы немножко уже другой бисер подобрала. Ну, на тот момент, что было, то было. Здесь, конечно, с этой стороны он такой более свежий, снежный, красивый. А здесь немножко я его темноватым сделала. Ну, ничего страшного. Уже, конечно, перешивать его никто не будет. Вот домик. Так. Вот такой вот подарочек. Здесь я, конечно, на нем много раз ошибалась. Что-то вот бисеринка у меня перевернулась, или то я и так пришила. Много раз ошибалась. Тоже, видите, здесь я сделала голубой цвет с обратной стороны, а здесь в красном цвете. Вот. Были ошибки, ну, ничего страшного, это не критично. О них знаю только я. Вот. Вот такой вот Санта-Клаус. Классный, милый. Вышила его на одном дыхании. Симпатичный. Ну, естественно, здесь я просто заклеила фетром, потому что у него личико. С обратной стороны я решила заклеить. Вот такой вот здоровский Санта-Клаус. Это не Дедушка Мороз. Так. Вот такая вот синичка с желтеньким пузиком. И с обратной стороны, вот здесь она у меня с глазиком, а здесь без глазика. Хотела приклеить сюда бусинку, но что-то я, наверное, не забыла. Вот оно у меня повисело на елочке. И все, и я о ней благополучно забыла. Был у меня еще такой снегирек. Но снегирька подарила своему племяннику. Вот он любит пересматривать мои игрушки, когда приходит к нам в гости, он берет эту коробочку и начинает играться ими. Ребенку 3 годика, и он выбрал себе снегирька и говорит: можно мне? Ну, конечно, можно. Вот ему я подарила снегирька. У меня осталась одна синичка. Так. Вот такой вот шар. Но здесь я полностью заменила бисер. С одной и с другой стороны бисер мой. Здесь был такой сиреневый, золотой, как сказать, металлик. Металлический такой сиреневого цвета. Ну, вы видели у других девочек, кто вышивает. Ну, я с этим бисером немножко познакомилась. Я так понимаю, он со временем может облезть. И я решила сделать по-своему. Выбрала свой бисер, что у меня был. Ну и вот так вот вышила. Нравится мне тоже. Так. Дальше у меня новинка этого года. Вот такой вот тигруля. Тоже я его вот-вот вышила эту сторону и решила вышить другую сторону. Видите, он у меня сейчас в процессе. Начала вторую сторону вышивать. Вышивала, девочки. Дошла до глазика. Пришила глазик. Смотрю, а в пакетике он не один глазик, а 2. Думаю, ну почему же я буду с одной стороны? Мне очень нравится, когда с 2 сторон. И даже у меня здесь в конце не закончилась ниточка. Я развернула и пошла пришивать бисер вниз. Пришила глазик и как раз подобрала бисер. У меня весь этот есть. И я закрою эту сторону.
Вообще я так никогда не вышивала. Обычно я, если вышиваю с двух сторон игрушки, то вышиваю сразу с двух сторон. Я иду и сразу параллельно зашиваю и лицевую сторону, и изнаночную. Вот. А сейчас попробовала вторую сторону просто зашивать, и ниточки прячутся под бисер, ничего не видно. Мне так понравилось, и легче. Так даже легче таким способом. И я, скорее всего, что если дальше и буду думать зашивать с двух сторон игрушки, я буду именно таким способом. Одну сторону буду вышивать, а потом другую. Вот такой вот тигруля к этому Новому году у меня есть. Очень он мне такой забавный, так нравится. Именно бисер вам передается, да, передается. Он такой как карамельный. Напомнила мне такие вот конфеты были в моем детстве. Я думаю, у всех были на палочке леденцы, петушки, там всякие слоники, зайчики. Мама такие делала. И когда я вышивала этого тигренка, он мне тоже прям такой леденец-леденец, прям такой сладкий, ну классный. Мне не хватило одной стороны, я решила, думаю, еще повышиваю вторую сторону. Он маленький, вышивается быстро, здоровский такой тигруля. Вот. Ну, вот то, что по волшебной стране, это на данный момент то, что у меня есть. Еще у меня есть вот такие вот два персонажа. Специально я выбрала в этом цвете, чтобы они гармонировали друг с дружкой. Вот они у меня тоже стоят на полочке именно в зимнее время и радуют. Хотя вот этого гномика я еще и на весну оставляю, когда я достаю свои цветочки от волшебной страны. Ну, он тоже в тему. Вот такие чудесные, два прикольные, как сказать, персонажа на подставочках. Тоже вы все их прекрасно знаете. Они у меня заклеены, естественно, с этой стороны фетром. Вот такие вот два красавчика. Тоже мне очень-очень нравятся. Вот то, что по волшебной стране. И вот одна игрушка от Dimensions. Пряничная серия. Вот я вышила еще в прошлом году. Она мне тоже зашла так классная. Очень интересно было вышивать. На пластике я люблю вышивать. С этой стороны заклеила фетром. Легкая, симпатичная. Ну, здоровская. Вот такие вот мои игрушки. Но это мы посмотрели то, что у меня вышито. А сейчас я немножко это все уберу и заглянем в другой ящик. А сейчас откроем вот этот коробульку и посмотрим, что здесь у меня лежит. Так, а здесь я сейчас немножко это отставлю, чтобы оно не совсем мешало. И посмотрим. Начну с этих деревяшек. Вот такие игрушки я вышивала от Чаривной Мыти. Вот она с дерева сделана. Вышивается немножко бисером. Вот сама снежинка по снежинке вышивается. И можно разукрасить в любом исполнении. Вообще она как бы деревянная, но у меня дети разукрасили вот в голубой цвет. И приклеили вот такую вот ленточку. Такая вот она прям как снежная, гибкая. Как же она называется, я совсем забыла. Вот эта вот ленточка. Ну и симпатично вот смотрится такой вот шарик. Затем у меня есть вот такой же шарик, только елочка, видите? Он тоже деревянный. Покрасили мы его в такие вот интересные цвета. И это все так прикольно заиграло. То есть такие шары очень классно смотрятся где-то на подвесах. Даже не то чтобы на елочке, а где-то можно вот на люстру подвесить. Или где-то так, чтобы они висели в свободном, так сказать, чтобы со всех сторон их было видно, эти шары. Они легкие, воздушные. Вот, поигралась я. Вот такая вот мышка была вышита в год мыши. Это когда у нас он был
Сейчас год быка. В прошлом году, получается, или позапрошлом. В позапрошлом, наверное, году я вышила вот такую мышку от фирмы Кольорова, если я не ошибаюсь. Вот эта игрушка похожа, как вот делают велюрики, но это не велюр, это фетр, нарисованные две половинки. Вышивается совсем немножко, вот, вышивается бисером совсем чуть-чуть, с этой стороны и с этой. А потом все это дело наполняется. Наполнитель уже вложен в наборе. И вышивается. Вернее, и сшивается все это дело. И получается такая вот симпатичная игрушка. У них много разных игрушек. Ну, я попробовала только мышонка. Затем, что у меня было? Вышивала я вот одно время вот такие вот снежинки. Это в прошлом году у меня вышивались. Такие чудесные. Вот они мне очень нравятся. Потом я их накрахмалила. Ну, это я для образца вам взяла показать, что вот у меня в белых цветах и голубые. Есть и другие снежинки, конечно, я этим не ограничилась. Хочу еще вышивать, девчонки. Вот так вот сижу, если я где-нибудь наткнусь на схемы красивые, и какие-то вот такие или салфетки, или шары, сейчас много вяжут, и я где-то в Инстаграме встречаю. Да я могу сразу все бросить, все мои планы, что я планировала там на вечер, где-то что-то там. Могу все бросить, хватаю крючок нитки и все. И я побежала вышивать. Все, мне нужны срочно снежинки или еще что-нибудь, вот такие вот шары. Девчонки, это вот буквально на прошлой неделе я тоже встретила в Инстаграм вот такую вот прелесть. И влюбилась. Вот как-то в прошлом году я их не замечала. Думаю, какая красота. Ну, надо попробовать. Вот я попробовала. Сначала я, конечно, не совсем до меня доходила, как все это дело делается. Но потом я увидела мастер-класс. Девчонка связала, надувается шарик вовнутрь, чтобы принять форму шарика. И все это дело потом клеем я смазала, прямо просто кисточкой и клеем, чтобы зафиксировать форму. И вот такая вот красота. И сейчас смотрю тоже столько схем, я накачала эти схемы, и надо тоже связать. Вот хочется мне, я думаю, если бы нарядить елку именно такими воздушными, нежными шарами, только ими. Девчонки, ну честное слово, надо точно не одну елку дома ставить. Одну такую, другую такую, одну под волшебную страну, другую под вязаные игрушки, там снежинки. Блин, вообще столько всего хочется. Вот, такая вот прелесть. Конечно, прямо я в захвате от этих игрушек, от самого процесса и именно от вот этих шаров кружевяных. Дальше, что я вышивала? Вышивала я, вот, достала жар-птица. У меня есть такие вот шикарные шары, которые вы все знаете. Я начала вышивать с морозного узора. Я, конечно, тоже в восторге. Море удовольствия. Результат потрясающий. Они прямо драгоценные получаются. Вот у девочек смотрела я, конечно, ахала, вздыхала. Конечно, они обалденные, нарядные, богатые. Я даже не знаю, что еще можно сказать об этих шарах. И решила тоже вышить. На все это дело я потратила неделю с этими шариками. То мне кажется, что я сяду там за 2 дня, хоп-хоп, вышью. Ну нет. Вышивала сразу 2 по цветам параллельно. И тот шар я вышивала. Еще не оформила, ну, будет у меня так и есть, как бы 2 половинки, я не буду их соединять в одну, ну, такая прелесть, я думаю, надо мне 2. С обратной стороны заклею фетром, жду с Алиэкспресс, заказала вот этот вот шнур или лента, как она называется, с помпончиками, и хочу оформить с обратной стороны фетром, обшить все это дело этими помпончиками, я думаю, вообще будет суперские. Классные шары. Ох, как они мне нравятся. Вот, девочки, сразу вам отчет за как мои рукодельные дни. Вот видите, как сейчас у меня то я вяжу, то вышиваю, то одно, то другое. Ага, так, у меня еще лежит
Так, положу вот эти шары бесподобные. Лежит еще от Чаривной Мыти вот такой вот ангел. Это тоже года 2 назад, наверное, мы увлекались, когда я покупала вот эти вот шарики. И ангел, все это на дереве. Немножко здесь с бисером надо поработать, разукрасить. И получается вот такая вот красота. Ну, это даже, я вам скажу так, детям можно поиграться и сделать рукодельную такую вещицу. Вот, что у меня еще? Игрушек у меня на самом деле еще совсем немного. Я так потихоньку вышиваю, моя коллекция пополняется. Ну, а это, конечно, не я делала. Это покупная игрушка, мне подарили. Даже не мне, а моей дочери подарили. Я просто хотела вам показать вот такой вот сомбреро. Но я так понимаю, это ручная работа. Здесь это фетр. Нет, это не фетр, это бархат. Наверное, ручная работа. И это сомбреро. Оно очень красивое. И я его тоже положила в свою шкатулку с рукодельными игрушками. У девчонок, конечно, когда посмотрю, сколько красоты. Ай, у меня прямо млеет сердце, девочки. Ну, из готовых, то, что я хотела показать, это все. Ну, мало, правда? Есть еще куда стремиться. А сейчас я вам покажу, через пару секунд покажу, что у меня в запасах. А в запасах, девочки, вот у меня есть такой сундучок, в котором я храню свои запасы. Вот, видите, написано всякие дребнички. И у меня совсем чуть-чуть. Так, прошу прощения, сейчас могу вас пошатать. Совсем чуть-чуть запасов. И сейчас заглянем в эту коробочку. Ага, давайте, наверное, начнем с... Вот еще мои уже вышитые от Новой Слободы. Вот такие вот картинки, открытки. Я не знаю, как их сказать, но они мне напоминают как флажки. Я вот, как девочки вышивают флажки, смотрю, мне тоже хочется из этих открыток сделать какую-то гирлянду. Здесь вот бантик. Видите, вот как вышивается это все на перфорированной основе. Эти открыточки собирать самим можно, потому что здесь вложены вот такие вот уже заготовки с дырочками и ленточка. И это очень все дело так собирается легко, вышивается, получается такая милейшая красота. Я когда первый раз только увидела такие маленькие открыточки, мне очень понравилось. Я сразу сделала закупку. Естественно, не одну, не две купила, а сразу несколько. Вот, и буду их вышивать. Море удовольствия. Я эту открытку вышила, по-моему, за 5 дней. Так, тоже ж не целый день, а садишься, пару часиков повышиваешь. Так, вот она раз, и вот она два. Вот эту открыточку вышивала не я, а моя старшая дочь. Таких ежиков. То есть и ребенок прекрасно справится. Ну, как ребенок уже, конечно, на тот момент ей было лет 14, наверное, или 13. Вот она тоже села. И тоже очень быстро, за неделю махнула. Ей понравилось это все дело вышивать на перфорированной основе. Здесь уже прокрашенный рисунок. Да, я вам распечатаю. Сейчас мы посмотрим и другие открыточки. Я распечатаю и покажу. Вот. Ну и с обратной стороны это все так оформлено. И вот такая у меня задумка все это дело подвесить на какой-то или ленте, или бечевке, или, ну, в общем, сделать из этого всего гирлянду красивую, из таких вот картинок. Я думаю, будет это очень интересно. Ну, пока у меня только две, вот они стоят на полочке и радуют, создают такую вот атмосферу праздничную. Вот. Ну, к Новой Слободе мы еще вернемся, коль я уже открыла этот сундучок со своими заготовками. Вот эта тыква, карета. Все вы тоже ее прекрасно знаете. Из новинок я не смогла пройти мимо. Где же этот фокус? Вот она мне, конечно, очень понравилась. Когда девочки вышивают, она шикарная, такая крупная. И хочу я ее тоже вышить с двух сторон.
Вот я хочу, только как оно у меня это все дело получится с этим окошком. Ну, девчонки, что-нибудь я придумаю и покажу, какой будет результат. Так, вот такая вот тыковка. Далее поросенок. Поросенка я купила на день, на год свиньи, потому что у меня младшая дочка родилась в год семьи. Ну как же я могла пройти мимо такой милейшего, мимо такой милой свинки? Я не могла пройти, я тоже ее хочу вышить. Вот, ну как-то я тогда не вышила, пока лежит, пока ждет. Вот такая вот сосулечка или шишечка, я не знаю, как ее назвать. Вот, тоже лежит, ждет. Ну, ассоциация у меня от тех игрушек, которые еще у нас раньше висели давным-давно, в мое детство. Такие были стеклянные шишечки. Ну и мне это понравилось, тоже хочу ее вышить. И тоже, наверное, буду делать двухстороннюю. С одной стороны она у меня будет оригинальная, с другой стороны будет другого цвета. Вот такой вот олень. Так, где этот фокус, девочки? Ну, я думаю, вы тоже все знаете этого оленя. Красивый. Еще не вышила. Ждет. Ну, так вот поймала вроде бы. FLK 140. Ну, артикул я не называю, я думаю, вы все видите. Так, что у меня тут дальше? Вот такой фонарик. Фонарик такой чудесный. Тоже хочу двухсторонним сделать. С одной стороны и с другой стороны буду бисер подбирать. Ну, мне интересно так играться. FLK 127. Так, что у нас еще здесь? И вот такой фонарик в красном стиле, красный с золотом, FLK 149. Тоже он красивый в отшиве, у девочек я наблюдаю, классный получается. Вот и буду я его вышивать. Так, ну и дальше вы видите вот такая вот серия. Так, это как бы вам так раз немножко так, чтобы не совсем было видно. Серия пряничных игрушек от Dimensions, но у меня есть только 3. Вот. Домик я вам показала, у меня уже готов. И в этом году я планирую вышить или вот этого ангелочка. Вот как-то к ангелочку я склоняюсь больше. Ну и мишутку. Материалов остается вот с домика, вам видно, не видно, вот ниточки прилично остается. Дальше я, конечно, не планирую покупать эту серию, а скорее всего возьму добросовестно схемку с интернета и этими же ниточками, потому что они дублируются, вышью еще кое-что. Всю серию вышивать точно не буду, а вышью, может быть, еще пару-тройку вышью и все. И будут у меня тоже такая чудесная серия игрушек от Dimensions. Так, что дальше у меня здесь? Вот, один наборчик от Crystal Art. Вот такой вот снеговичок чудесный. Хочу попробовать. Вот хочу попробовать. Если он зайдет мне, то, конечно, я куплю еще что-нибудь из этой серии. Ножки на пружинках, посох у него такой с фонариком. Вот это вот вообще милота. Классный. Так, ну и серия игрушек. Вот этих вот от Жар-Птицы, шаров чудесных, расчудесных. Море удовольствия. Ох, как они мне нравятся. Но немножко сейчас я пока не беру это. У меня сейчас волшебная страна. Но планирую вышивать их и дальше. Очень нравятся в отшиве. Море удовольствия. А результат потрясающий. Вот. Что еще? И последнее. Вот такой вот ангел от Jim Shore. Купила на пробу. Хочу попробовать, что же оно такое. Девочки все показывают.
вот эту вот чудные игрушки от Милхил. И мне тоже захотелось попробовать. Конечно, они не дешевые, удовольствие. Ну, здесь есть своя прелесть и сам процесс. Ну, не мне вам рассказывать, девочки, вы все вышивающие, мальчики. Все, кто попробовал, все прекрасно знают, о чем я говорю. И я решила попробовать этого ангела вышить. Он море ниток. Здесь, по-моему, даже не одного можно вышить ангела, а сразу 5. Вот цену вы видите, за которую я купила в гривнах. И вот еще чудесные такие у них есть игрушки. Ну, посмотрим, как она мне зайдет. Ну, и так можно потихоньку пополнять свою коллекцию. Вот. Это то, что касалось этого сундучка. А сейчас я это все уберу и достану, покажу вам новую слободу. И вот мои наборчики от новой слободы. Вот видите, сколько у меня еще? 1, 2, 3, 4, 5. И я вам по порядку буду их все показывать. Вот такой вот пингвиненок. Шикарный, симпатичный. Ну, у меня же есть помощницы. И его в отшив еще в прошлом году взяла моя Вероника, младшая доченька. И начала его вот вышивать. Ниточка висит. Иголочка у нас уже где-то нет иголочки. Вот что она навышивала. Вот видите, какая вот основа с перфорацией. Уже мы, когда вышиваем, мы видим, какой цвет куда ложится, каким крестиком, ну, я имею в виду цветом, вышивать где. Сама вот основа, она и не бумага, она как вот то ли прорезиненная, что-то вот такая на ощупь. Ну, классная, в общем, она приятная. И вышивать на ней очень удобно. Так что еще чуть-чуть поднажать, ей надо напомнить. И будет еще у нас еще одна открыточка. Ой. Так что в процессе вот такой вот пингвиненок. Классные такие удобные у них конвертики. Видите, зип-пакеты. Такие раз, закрыла, все. Я, кстати, даже не знаю, не сняли ли они с производства все эти открытки. Новая слобода. Или, может быть, уже и сняли. Вот такой вот олень. Ой, какой он классный вообще, настроенческий. Вот эта вот рамочка. Сам он запутался в этих гирляндах. Ну, такой милашный. Я вот прямо им умиляюсь. Всегда достаю. Елки-палки. Надо тоже его брать, отшить, кайфануть. И он будет стоять, наверное, круглый год у меня и радовать. Шикарный. Вот олень. Затем вот такие вот колокольчики. Эти колокольчики вышивала я летом. Но не этим летом, а еще в прошлом году брала в отшив. Немножко вышивала. Хочу вам показать, что я тут навышивала. Так, а где же он у меня есть? Открытка есть. Неужели я потеряла? Так, я достаю сейчас весь наборчик, чтобы проверить, не посеяла ли я. Так, вот это вот основа, вернее не основа, а задник, которым закрывается все это дело. Вот эти вот палочки. Очень они молодцы, придумали такой классный вариант оформления открытки. И купил, вышиваешь и не заморачиваешься. И сразу вот ленточка и нитевдеватель. И что у нас? А, вот она, слава богу, я уже думала, где-то я уже посеяла. Вот эти вот колокольчики, ниточка. Видите, вот у меня процесс идет. Это летом. Летом мне что-то захотелось вспомнить зиму и повышивать. Вот, вышивала я чуть-чуть. Такая вот красота. Да что же у меня фокус не ловит. Здесь есть и схема, чтобы можно было бы сразу себя проверить. Вот такая вот будет задняя часть в оформлении. Ну и ниточки. Вот такой вот набор в
целом. Классный. Очень, конечно, будет обидно, если они уже, фирма Нова Слобода, сняли с производства. Потому что у них тоже как-то, как и у Dimensions, смотришь, а что-то интересное, что-то заинтересовало, хочется купить, и все. А его уже нету. Так. Дальше поехали. Следующая вот такая вот картинка. Апельсинка, палочки ванили, печенюшка, пряник. Ну, в общем, новогодняя тема. Ну, красота же. Ой, я даже заговариваться начала. Красота, да и только. Такой сюжет. Здорово. А что вот они пишут? Вот я обратила внимание, основа для вышивания перфостич, надміцний материал с перфорацией и нанесением. Надміцный, то есть действительно материал высокопрочный. Ну и последний наборчик, это вот такие вот пингвины, которые мчатся куда-то вниз. Ну класс, тоже вышивать совсем немножко для настроения. В общем, шикарно, мне нравится эта серия. И буду я их вышивать. И мне, я думаю, девчонки тоже помогут, когда мы соберемся, вышьем все это дело. Вот такая вот коллекция у меня на сегодняшний день, девчонки. Я не знаю, много это или мало. Елочка у меня пока небольшая, где-то 1,20 м. Совсем небольшая, она на столике стоит. Я так уже мужу говорю, что нам уже нужна елка побольше. И вообще, я так в Инстаграм смотрю, девчонки выставляют уже наряженные елочки, у кого уже и по 2, и по 3 стоит. То есть одной елкой уже не обходятся. Столько навышито красоты, что, естественно, надо это все куда-то оформлять, куда-то вешать.
И хочется на это все любоваться. Мы же не просто так это все вышиваем. Хочу вас, конечно, поздравить с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам творить красоту, чтобы было побольше вам времени, вдохновения на все это дело. Ну, естественно, крепкого здоровья, потому что крепкое здоровье всем нам очень важное. Когда будет здоровье, тогда у нас будет все. Девчонки, спасибо большое за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите мне комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.